Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я хочу вам предложить очень вкусный, мной любимый пирог немецкий на пиве. Много лет назад на отдыхе соседка по комнате при совместном чаепитии угостила меня кусочком этого пирога. Я в него влюбилась на всю жизнь. Я пеку его и зимой, и летом. Летом можно взять яблоки, сливы, груши, персики, все, что пожелает душа. А зимой я пеку с яблоками, можно добавить мак, изюм, орехи. Он и зимой, и летом очень вкусный. Если вы испечете его, попробуйте, вы его будете печь постоянно. Ваша семья будет от него в восторге. Что нам для этого потребуется? 2 стакана сахара и щепотка соли. 5 яиц. Желтки я отделила от белков, мы их будем взбивать отдельно. Стакан растительного масла, стакан светлого пива, упаковочку ванильного сахара и упаковку разрыхлителя. Сразу мы взбиваем белки с сахаром. Сюда же я добавлю ванильный сахарок, пускай дружат между собой. Немножко взбив белочки, я потом добавлю желтки и еще немножко желтками забью. Немножко, чтобы не разлетелось по всей моей кухне. Мы не безе взбиваем, просто немножко их так расшевелить. Добавляю сюда желточки и еще немножко взбью. Растительное масло сюда же. И пиво. Ну, это скорее не взбиваю, а размешала. Теперь я добавлю муку. Размешаю ложечкой. Добавляю муку. На муку разрыхлитель. Все как по старым рецептам. И ложечкой перемешиваю. Тесто получается такое мягенькое, гладенькое, как густая сметана. И в чем еще фишка этого пирога, что он долго не черствеет. Он остается даже через несколько дней такой же мягкий и пушистый, как в день выпечки. Мне он очень нравится. Оставляю тесто немножко отдохнуть. Тем временем нарежу яблоки. Яблочки я не буду чистить. Шкурочка тоненькая. Пускай будет. И нарежу их кубиками. Вырезаю семенную коробку.
Очень вкусный этот пирог с персиками, с нектаринами. Само тесто по себе какое-то очень ароматное такое. У меня нет ни персиков, ни нектаринов. В супермаркете купила яблоки, сливы и решила испечь пирожок. С остальными яблочками поступаю так же. Сливы так же, как яблоки, я нарежу кубиком. Ну, получается на 8 частей. Сливы. С остальной сливой поступаю так же. На дно формы мы наливаем один шар теста. У нас его будет тесто 3 шара, начинки 2 шара. Немного начинки, тесто выкладываю в форму, сверху тесто ложу начинку. Разравниваю, чтобы нигде фрукты не пригорели, чтобы было везде тесто. Для этого пирога надо взять большую форму, потому что теста много, начинки много. Выложу яблочки. Я яблоки не чистила, потому что я люблю шкурку в яблоках. Во-первых, что это полезно. Мне кажется, что шкурка в яблоке это самое вкусное. Без шкурки яблока не то. Конечно, когда зима, яблоки привозят к нам из-за границы, они там обработанные чем-то, то их лучше почистить. А сейчас сезонные яблоки местных производителей одно удовольствие. Опять наливаю слой теста. Разравниваю. Покрыла все яблочки. Сверху на яблоки выкладываю сливы. Заливаю сверху тесто. Разравниваю. Печь пирожок я буду примерно минут 40 при температуре 160-170 градусов. Как печется пирожок, я вам покажу.
Пирожок печется, румянится. Как достану из духовки, покажу вам в разрезе. Пирожок испекся, немножко остыл. Отрежу кусочек, покажу вам, как он выглядит. Не дорезала. Вот так выглядит пирожок. Готовьте вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А я в свою очередь буду радовать вас новыми интересными рецептами. До свидания, дорогие зрители.